Африка уже много столетий остается самым загадочным материком, где хранят свои тайны многие народы. Один из них – гаттентоты, численность которых немногочисленна, однако интерес европейцев к ним не ослабевает уже несколько веков. Порой их даже называют пятой расой, поскольку внешне они отличаются от многих народов мира. Но если в прежние времена гаттентоты казались жителям Европы уродливыми и смешными, то сегодня особенности их истории и происхождения рождают споры между учеными. Чем же удивительны гаттентоты? И что таит их прошлое? В Намибии и ЮАР, где проживает большая часть гаттентотов, не стоит использовать термин «гаттентот» для названия представителей этого народа. Дело в том, что происходит он от голландского «хаттентот», что переводится как «заика». Более того, подобное выражение считается оскорбительным для гаттентотов, хотя в большинстве справочников и этнографических документов они обозначены именно так. Как же называет себя сам этот народ? Койкоин, хотя сегодня в русском языке допускается использование обоих терминов. Кстати, обидное голландское прозвище гаттентоты получили неспроста. В их языке немало щелкающих сочетаний звуков и их повторений. На самом деле за основу взяты звуки природы, что издают различные животные, однако для слуха европейца подобная речь может показаться заиканием. Именно язык гаттентотов и заставил задуматься исследователей о времени появления этого народа. Не исключено, что гаттентотское наречие было одним из первых языков человека. Не менее поражают и научные открытия. У гаттентотов была обнаружена Y-хромосома, что встречалось у самых первых представителей человечества. Все это указывает на то, что гаттентоты являются прародителями человеческой расы. О жизни гаттентотов до появления европейцев на их землях почти ничего не известно. Первым об этом народе пишет путешественник Кальбен. Во время создания голландских колоний в Африке численность гаттентотов была значительно выше, чем сегодня. Кальбен указывает, что гаттентоты жили группами по несколько сотен человек. В качестве одежды использовал овечьи шкуры, жили в особых подвижных сооружениях, созданных из кольев. В качестве оружия гаттентоты, как и их соседи, использовали копья, дротики и стрелы. Уже тогда европейцы отметили необычную внешность гаттентотов. На мой взгляд, самое поразительное в этих людях – сочетание черт белой и черной расы, а кожа их по цвету напоминает темный мед. Увы, гаттентоты быстро стареют. Уже к 20 годам их лицо изборождено морщинами, что тоже обусловлено особенностями кожи. Кроме того, у гаттентотов есть интересная особенность. Их жировые отложения на теле очень заметны и меняются в зависимости от времени года. Особенно это касается гаттентотских женщин. За счет увеличения объема жира ниже спины, матери могут переносить своих детей, сажая сзади, словно на стул. При этом руки у женщины остаются свободными. Немало гаттентотских девушек в прошлые века пострадало из-за анатомической особенности своего народа. У женщин-гаттентотов ниже живота имеется так называемый гаттентотский передник. Эта жировая складка нередко вызывала отвращение не только у европейцев, но и у самих гаттентотов. Из-за этого перед вступлением в брак передник удаляли, однако хирургическое вмешательство могло обернуться заражением и смертью для девушки. К счастью, сегодня этот обычай уже уходит в прошлое. Не менее жутким может показаться и процедура для мужчин. Гаттентоты считают рождение близнецов дурным знаком, настоящим проклятием для всего племени. Чтобы этого не произошло, мужчины удаляют одну из тестикул, и, как вы понимаете, далеко не всегда операция завершается благополучно. В середине 17 века начинается массовое завоевание европейцами просторов Африки. Тогда гаттентоты племени Караква столкнулись с голландцами, однако противоборствующие стороны быстро нашли компромисс, установив мировую торговлю. Увы, европейцы нарушили условия договора, они хотели получить еще больше земли. Это и стало причиной первого военного конфликта между гаттентотами и бурами. Вскоре голландцы уже воевали с племенем Качоква. Но самым страшным бичом гаттентотов стали не войны, а эпидемия. Европейцы завезли в Африку оспу, которая едва не уничтожила коренной народ. Если прежде гаттентоты занимали практически все южные регионы Африки, то к XIX веку от некогда многочисленного народа сохранились лишь несколько общин. В наше время гаттентоты остаются одним из самых малочисленных народов Африки.
Большинство их живет в резервации, стараясь сохранить верования и культуру предков, хотя часть гаттентотов была обращена в христианство. В современных племенах гаттентотов поклоняются луне и небу, почитают бога небес Хулма и покровителя дождя Сума, устраивают ритуалы в честь высшего духа Создателя. Даже сегодня в гаттентотских поселениях можно услышать сказки и предания, что появились в незапамятные времена. В них рассказывается о былом могуществе предков, народа, что зовет себя Койкоин. Гаттентоты стали одним из тех народов, что пострадали от появления чужестранцев. К счастью, сегодня они получили свободу и могут сами строить свою жизнь без рабства и расового неравенства. Их богатая культура подчеркивает, что несмотря на значительные отличия гаттентотов от многих других племен, они являются ярким и развитым народом, что может гордиться своим прошлым и строить будущее. Для тех, кто планирует организовывать туризм в Африку, стоит сказать, что женщины племени выглядят по-другому. Дряблые тела и обвисшая грудь – это еще не все. Даже представительницы, отличающиеся маленьким ростом, имеют половые губы длиной около 15-20 см. Почему так анатомически сложилось, никто не знает, однако основной предсвадебный обряд гаттентотов – полностью удалять их. История удаления половых губ была особенно скандальной. Папа Римский официально разрешил это делать, однако когда гаттентотов начали обращать в христианство, подобные операции были запрещены. И теперь женщины не могли найти себе жениха из-за отвращения к подобному физиологическому нюансу. Как результат, девушки жертвовали христианством, чтобы появилась возможность сделать операцию и выйти замуж. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также смотрите другие мои видео, там есть много чего интересного. Всем спасибо за просмотры.